есть два минуса Ашдода. Новый день. А у нас сегодня с утра отключили свет, поэтому мы вовремя вышли погулять. Самая засада, что у нас как бы вся еда, она в холодильнике. Мы даже хлеб в холодильнике положили, ну, чтобы он не испортился подольше. И даже хлеб нам нужно разогревать в микроволновке. Мы его назвали Лисий парк, потому что тут водятся лисы. Встретили самый необычный стол для пинг-понга. Он изогнутый и ниже, чем обычный. Вы когда-нибудь встречали это? Может, какой-то другой вид пинг-понга? Полкило колбасы разные, вот такой, и полкило сыру. Сейчас пойдем где-нибудь на пляже сядем с хлебушком, бутербродов сделаем. Сегодня целый день я буду программировать и учить иврит. Встретится лихи пагеш. Улай, возможно. Если лаять долго, то все возможно. Ну а ночью мы исследуем незнакомую темную сторону Ашдода. Атмосфера тут такая типичная голландская, спокойная. В машине значок розетки, типа это электрокар. Тут машин практически вообще нет. В итоге идешь, и воздух идеальный, такой свежий морской воздух. Единственное, нет времени сейчас на монтаж видео, поэтому если вам нравится наше видео, поддержите нас донатом. Где раздается русская речь, ну, сидят молодые люди, лет по 18, и что-то там выясняют с использованием русского могучего языка и всеми его оттенками. Прочитал новость, то что, мол, какой-то мужик тут нападает на женщин. И потом на вторую нападал, его поймали. Я сразу испугался, подумал, блин, ну это в нашем городе, в Ашдоде прям тут было. А еще в море могут водиться акулы и морские ежики, так что даже плавать надо аккуратно. Это как бы в Красном море нужно аккуратно плавать, когда ты в Эйлате. В Ашдоде, мне кажется, ну вечером, да, когда темно, лучше не плавать. Или она права, тут медузы бывают. Сейчас как раз сезон медуз, надо аккуратно. Ну тут, кстати, тоже подсвечивают подъезды, как в Ришине. То есть в Хайфе, кстати, ну, особо так вот в нашем Адаре вы не увидите подсвеченных подъездов. Разве что ну, магазины какие-то подсвечиваются ночью. Я начал свой путь в Хайфе с Адара, и мне он очень нравится. Спокойный, тихий, добротный район, в общем. Просто люди, которые на нем не жили, его боятся. Тоже, наверное, самое и в Ашдоде. Люди, которые в Ашдоде как бы не жили, они боятся сюда приезжать, наверное. Такой приятный спальный у нас райончик. Интересно, что в Ашдоде мы пока что не встречали ни одной улицы, которая бы нам не понравилась. Ну, граффити тут бывает, вот это все. Молодежь, так сказать, метит углы. Собственно, набережная. По ней все бегают, прыгают, на велосипедах ездят. Песочек, его много. И море. А мы живем вон там вот, в самом сердце Ашдода, ну изначально в историческом его центре. Вчера мы ходили в пустыню вон туда. То есть если мы пойдем туда, мы придем в пустыню, где мы вчера были. То есть можно вдоль моря так гулять. И вот видно огоньки судов. Вот они там вдали. Как определить ветер? В общем, если было холодно, а потом стало жарко, скорее всего, ветра не будет. Видимо, это привязывалки для велосипедов. Можно их сюда поставить, прицепить и пойти по своим делам. Прикольно, что в России, если ты думаешь, в каком городе жить, бери столицу, не ошибешься. В Израиле так не работает. Если ты выберешь в Израиле столицу, то ты попадешь в Иерушалайм. Это Иерусалим. Я не говорю, что это прям очень плохой город, может он даже самый суперский. Не, он офигенный, мы туда обязательно поедем. Я там еще не была. Но просто это не была? факт. Это, ну, внутри. Ты там была внутри? Это было давно. Но это не факт, что это типа самый развитый или самый классный город по инфраструктуре. Но он религиозный. Да, он очень религиозный. Ой! Чуть в какашку не вляпалась. Короче, в Израиле выбрать город для жизни — это настоящий челлендж. Прикольные тут такие лавочки большие. То есть ты можешь просто на них сидеть, лежать, спать, пресс качать, что угодно. Вообще вот мы так идем, рассуждаем, обсуждаем все эти моменты, где жить, как. Вот Ашдод мне нравится как город очень сильно, но вот какие-то такие моменты, обилие собачьих экскрементов на улицах,
Опять же, кстати, очень много тут собак гуляет, в том числе бойцовых, без намордников. Ну, то есть на поводках, но без намордников, что тоже стрёмно рядом с ними пройти. Везде все тоже загажено вот этими граффити. Ну, больше, мне кажется, так же, как в Хайфе, наверное, больше, чем в Хайфе даже местами. То есть вот по ощущениям, то, что мне очень нравится этот город, но, так сказать, населен этот город, видимо, в какой-то степени безответственными людьми. Вот так вот можно это сказать. Которые там не убирают за своими питомцами, например. Напишите в комментариях, вот пока вы не посмотрели ответ, сколько весит игроглаз. Кто угадает, тот молодец. Так, все, теперь ответ. Правильный 76. ответ. У меня 76 килограмм я вешу. 76 кило. Я похудел тут уже на 8 кило. Минус 8 килограмм. Решили пойти всякими подворотнями. Тут, ну, везде как бы эти подворотни довольно-таки безопасные, приятные. Я, кстати, специально посмотрел, спросил у людей местных, где тут типа самый опасный район. И кто-то сказал, что типа, ну, один из таких районов, типа второй. Пойдем туда завтра. Сегодня просто гуляем. Все чисто. Хорошо. Ну вот граффити только меня бесит немножко, вот эти дурацкие. Это даже не граффити, это какой-то вандализм такой бессмысленный. Похоже на обычные такие московские дворы. Ты же вот сейчас вот идешь, как будто ты в Москве. Только воздух тут гораздо чище. В общем, намного. Да. Но бывают мины на полу. Вот такие. Машины тут ездят только... Тут все как бы... Улицы очень широкие. Из-за этого загазованности вообще нет. То есть, наверное, по чистоте воздуха, несмотря на то, что это такой равнинный город совсем, на берегу моря, тут прям очень хорошо, легко дышится. И уровень жизни тут очень высокий. Было бы желание, так сказать, зашибать бабки. Поэтому и преступности мало. Или она... Преступность-то есть, но она, соответственно... Это вот не какая-то мелкая чепуха, это, наверное, какие-то вот есть более серьезные, так сказать. Какая-то мафия, она везде есть. Ну и тут тоже можете почитать. В общем, в Израиле хватает тоже всяких бандитов. Редко можно встретить, чтобы в Израиле главную улицу называли русскоязычной фамилией. Но в Ашдоде эту улицу назвали фамилией Рогозин. Это был большой промышленник, который владел заводами, и во время основания города Ашдод он приехал сюда и дал большое количество рабочих мест жителям, которые приезжали сюда из разных стран. Поэтому Рогозин стал очень известным человеком, который, собственно, привлек сюда и финансирование, и помогал развиваться этому городу на момент его становления. Вот мы уже в каких-то таких подворотнях. Но тут безопасно. Как измеряется безопасность? Очень просто. Тут туда-сюда маленькие дети шмыгают, туда-сюда ходят, бегают. Вот тут, кстати, ремонт у чувака идет явно. Я вот слышал, что есть дома, в которых делают ремонт, и там в это время люди живут. В этом плане нужно очень аккуратно снимать квартиры, потому что вы можете снять квартиру в месте, где сейчас идет ремонт. Причем такой плотный ремонт, капитальный. Вечером атмосфера другая, и по-другому все ощущается. Это полезно погулять в разное время суток, чтобы прочувствовать город. Мы уже даже просто привыкли к этим подсветочкам симпатичным. Я слышал, что некоторым подсветка не нравится. Вот у нас в комментариях прочитал люди, что у кого-то эта подсветка, когда человек спит, она ему типа в глаза бьет. Зато красиво, и опять же видно, где подъезд. Это на улице Эрцель. Ну, в общем, не очень тут плотное движение. Сейчас светофор, правда, стоит. Но, в общем, машины едут все время, пробок тут нет. Но мы пойдем параллельно. Вот сейчас пойдем просто по каким-то таким вот улочкам вдоль жилых домов. Как обычно, тут огромное количество кошек спят, сидят, бегут, на травке греются. Просто такое кошье место. Посчитайте, сколько тут кошек. Вот я сейчас показал. Да. Все, кстати, очень такие. Зовете, они придут и гладиться дают. Все. Да, респонсив. Ну вот мы свернули на параллельную улицу. Такую тихую, спокойную. Практически все ходят в шляпках. Ну, в кипах. Очень много людей. Больше, чем в других местах. То есть в Хайфе, в общем, сильно меньше. Тут вот стройка идет. Соответственно,
бетон, мешают. Народ стоит у входа на стройку, что-то обсуждают. Так что развитие города продолжается вовсю. Прикольное место, потому что ты вот по нему идешь, и даже вот это вот за забором тут какие-то такие здания. В общем, просто полная, абсолютная Москва. Если вот это видео сейчас показать любому человеку из Москвы, он скажет, что, слушай, а в каком ты сейчас районе? Потому что это, ну, то есть если вот не видеть вот алфавит на иврите, да, абсолютно. Ну, то есть вот это здравствуйте, это вот какой район Москвы у вас? Расскажите, пожалуйста. То есть вот типично очень так. В целом впечатление от города Ашдод очень московское. И правда, куда ни пойди, в какой район, мы уже тут все исходили и днем, и ночью. И меня абсолютно не покидает ощущение, что я нахожусь в Москве в теплый летний день. Ну, если так не выглядываться в породы деревьев и особо не обращать внимания на пальмы, то по инфраструктуре и по дизайну Ашдод больше всего, наверное, понравится москвичам. Тут вот такие дома уже поинтереснее немножко, с прикольными угловыми балконами. Такое решение дизайнерское, необычное. Мне нравится. Ну вот в целом это, конечно, такой вот обычный спальный райончик. Да, очень московский. Это вот центр Ашдода, он, в общем, если, так сказать, добавить к Москве действительно хорошие, грамотные изыски садовников, конечно, в Москве все-таки, извините, у нас ну, не так все красиво в плане зелени, ее меньше. Вот. Ну, если не парки, конечно, брать какие-то, то вполне себе, в общем, как будто ты по центру Москвы гуляешь по всяким дворикам. Вот так украшен Ашдод. Но вот эти вот буквы В, это, конечно, тоже в каком-то собянинском стиле. Я бы не сказал, что сильно мне нравится. Вот этот момент, например, мне не нравится, да, он дурацкий. Что эти буквы В, они тут вообще не в тему. Это вы через свою кредитку, да, можете взять корзинку для супермаркета. Тут корзинка стоит. Чтобы ее взять, просто так не возьмешь. Ну, чтобы, видимо, не украли эти корзинки. Они по всему городу обычно расфигачены. И у нас, и тут тоже. В общем, там магазин. Соответственно, ты можешь взять персональную ответственность под свой номер карты, корзинку. В Ашдоде вообще особенные магазины. Здесь очень сильно следят за безопасностью. Не дай бог, не съел лишний орешек, не попробовал, чтобы ты ничего не унес. После того, как ты купил продукты, у тебя на выходе проверяют твой чек, прежде чем выпустить тебя из магазина. Да, и таких мер безопасности. Такое ощущение, что тут все как бы несут из магазинов, поэтому за этим очень строго следят. Мы такого нигде не видели, ни в одном городе Израиля. Такое печальное место, это вроде центр города, но, видимо, из-за того, что что-то ремонтируют, тут все огорожено. Пол, на самом деле, довольно-таки приятный, выложен маленькими булыжничками. Есть два минуса Ашдода. Первое — это собачьи какашки, которых тут больше, чем в любом другом месте. Это раз. И второе — это вандализм на стенах. Коровы тут тоже больше, чем в любом другом месте, ну, где я был в Израиле. В Хайфе, в Адаре там даже близко как бы такого нет. Там намного чище стены. Два вывода, которые можно сделать из этих двух недостатков. Это первое, что тут очень много собак. И, к сожалению, многие хозяева собак, они безответственные скоты. И второй вывод, то, что тут очень творческая, так сказать, молодежь. В основном в фазе трудного переходного возраста. Поэтому вот каждому очень хочется что-нибудь на стене написать. Мы дошли до святая святых, до Макфачной. Но вот только мы со штукенцией можем пройти полгорода, чтобы зайти в Макдональдс. Это типичный такой торговый центр, каньон по-местному. Чистый, красивый. Ну, они все такие же по всему миру. В Москве, где угодно. Они примерно одинаковые. Вот этот, кстати, по форме похож на охотный ряд. Там тоже так вниз, хоп. Это очень необычная люстра, которая меняет цвета, загорается, всякими светодиодами мигает вам. Действительно красивая. Штукенцы попробуют потратить мелочь, которая у нас собралась. Вот у нас на 2 порции мороженого. Тут, кстати, вот такие вот есть пространства для детей. С шариками, с какими-то развивающими кубиками в больших количествах.
Фалафелька ты моя фалафелевая. Хрихрилфель. Что говорит хрю-хрюфель? Надо фалафель. Там парк, называется Ашдод Ям парк. Ну, собственно, там вот я слышу, как скейты бьются, как волны об асфальт. Дорожки с такими красивыми красными светодиодами. В какой-то кафешке. И штукенция с пакетом полным арахиса танцует. Не, хорошо в Израиле. Смотри, там огромное озеро с подсветкой. Там огромное озеро с Сейчас подсветкой. купаться пойдем. Купаться. Поплыли. Цветка, как в Ришине, у деревьев вот такой падающий снег. И тут, кстати, люди, походу, играют в волейбол, посмотрите. Тут площадка такая. Там еще катамараны можно. Это типа открытый бассейн, походу. Бассейн на берегу моря. Ну, это бассейнище, то есть бассейнищище. Он огромный. То есть он идет и туда, и туда. В общем, самое забавное, что никого вокруг нет. Красиво очень подсвечивается, все таким фиолетовым цветом. Бьет фонтан в центре. Да, вот там вот явно играют какое-то водное поло, точнее водный баскетбол, видимо. Красиво все такое зелененьким подсвечивается. Нарядное место такое. Парк небольшой, но впечатляющий. Тут вот написано, что можно делать и когда. Видимо, когда какие-то активности, да. О, утки плавают. Несмотря на то, что довольно-таки поздно. Можно взять, покататься, всякие катамараны и лодочки по этому озеру, что довольно-таки прикольно. Кстати, огромные рыбы плавают, но сейчас темно, поэтому я не хочу их пугать фонарем. Но, в общем, их там прям много. То есть реально целая куча рыб. Общаемся с этим уютным озером и идем вдоль моря домой. Хорошо сидеть на лавочке. О, на невидимой лавочке. О! Засиделись. А нам надо сейчас прийти домой и снова программировать, монтировать для вас видео. Медведь нашел ботинки на улице. Они не пахнут ничем плохим. По размеру? Да. Не жмут? Идеальный размер, прям под меня, они почти новые. Фирменный Adidas из натуральной кожи.